Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Мы с Трейси сегодня приехали на дачу. Погода очень хорошая, плюс 14 градусов, солнышко. Предыдущие дни были достаточно прохладные, и ночью были минусовые температуры. И я целую неделю не ездила. А сегодня, сам Бог велел. Вот здесь я уже грядку вскопала, но это в предыдущие разы. Сегодня я еще ничего не делала. Сразу решила вам показать, что у меня сейчас творится на даче. Вон там 2 клумбочки я в прошлом году осенью сделала. Вот где круглые, я там тюльпаны посадила. И уже они начали показывать носики. Посмотрите, при том, что морозные ночи были, уже потихоньку начали вылезать. Но вообще у меня не очень хорошие тюльпаны. Так, просто перекапывала то место, где были. Нашла луковицы, сюда посадила. А так неизвестно, что вылезет. Вылезают на коротких ножках, не особо раскрываются. А здесь у меня ирисы. Это я в прошлом году ездила... вот здесь, вот в этой вот грядке, видите, вылезают. Ой, не ирисы, нарциссы. Я ездила в прошлом году к сестре в Брянск и накопала у нее луковиц. Вот там 2 грядки уже вскопаны. Вот здесь вот еще предстоит. Вот здесь вот под осень перекопали, там, где с рожью было. Я надеюсь, что... вообще я планирую эти 2 грядки объединить. Видите, у них борта настолько уже сомкнулись. Там, и в прошлом году уже невозможно было особо проходить. Сделаю одну большую. Я в прошлом году делала из большой, с маленькой, теперь из маленьких большую. У меня начала всходить редиска уже. Сейчас я вам покажу. Видите, под пленкой тут она у меня. Здесь вот не видно, не взошла. А вот здесь вот она взошла, несколько штучек. Но есть надежда, что и потом взойдет. Вот здесь вот, скорее всего, взошла та, которая у меня сорт более ранний. Я справа сажала такую большую редиску, забыла, красный великан. Там она еще не вылезла. А вот это вот второй сорт уже вылез. Я порыхлила грядки, потому что они аж зеленые стали от повышенной влажности. Но сейчас у меня первоочередная задача, так как потеплело, надо снять вот эти картонки, которые мы укладывали на грядки с клубникой, чтобы она уже там не прела под этими картонками. Опять хотела показать, что уже сделала. Вообще, конечно, удивительно. Март месяц, а мы во все копаем. Здесь у меня уже начал чеснок вылезать потихоньку. Маленькие уже носики показал кое-где. Не успела я порыхлить грядку. Надо было порыхлить немножко. Видите, она вся потрескалась. И сейчас сверху сорняки начнут всякий мокрец расти. Вот здесь у меня в том году, где был батат, я начала копать. И она тут под наклоном такая грядка. И чем ниже, тем более влажная земля. Видите, у меня тут следы такие от ног. Я тут утопала просто. Вот. И сейчас тоже, так как ночи были холодные, там, где была более мокрая земля, она подмерзла, ее копать никак не получается. Поэтому я буду копать то, что получается. Вот здесь вот тоже под рожью были. Тоже надо перекапывать, чтобы она хоть успела немножечко спреть, пока сажать что-то в эти грядки. Здесь вот тоже клубника накрытая, надо срочно открывать. Сейчас возьму тачку, уберу эти кирпичи, все отвезу в уголок. Кроты, смотрите, как повеселились. Если в прошлом году у меня весной, я удивлялась, у меня весь огород был изрыт мышами, мышиными ходами, то в этом году ни одной мышки не осталось, зато кроты, или один крот накуролесил. Это лук-батун уже тоже начинает зеленеть, надо убрать эту грядку, вот эту старую ботву всю засохшую. Вот это здесь я просто сгребла мусор. Смотрите, у меня подснежники уже расцвели, уже повеселее по даче ходить. Хоть там то в одном месте что-то найдешь, то в другом. Раньше в это время снег еще лежал, и
неинтересно было в марте, а сейчас уже интересно. Это виноград у меня накрытый, но я его пока не буду открывать. Я его открою на следующей неделе, когда закончатся морозные ночи и пройдут дожди. И я тогда его открою, чтобы он уже отогревался потихоньку. Если уж будут опять холодные ночи, ну, буду приезжать и накрывать чем-то, я не знаю, той же картонкой, которую с клубники сняла. Ну, то есть я буду еще снимать ее. Но она у меня будет стоять же такая неприкаянная. Я ее планирую в душевую кабину поставить, никуда не буду заносить. Вот, посмотрите, уже сняла с клубники картон. Надо ее тоже... Ну, тут все уже просится. Тут и сорняки навыросли. Видите, кротовые кучи какие большие. Здесь попробовала копнуть сейчас, не протыкается лопата, подмерзшая земля, именно потому что здесь в низинке так вот. Буду сейчас... А вот здесь вот я уже вскопала, видите, и тоже хочу, чтобы борт муж поправил. Видите, там колышек упал, который придерживал середину доски, и она выгнулась немножечко. Но я так оставлю, пусть пока так. На выходные с мужем приедем, и он мне сюда колышки забьет. Но еще рано забивать, земля еще мерзлая. Немножечко потеплеет, может быть, не в эти выходные, а в следующие. Вот здесь вот тоже вскопала полгрядки. Полгрядки нормально, а там, где муж перекапывал под осень такими комками вместе с рожью, там подмерзшая земля. Рожь держит влагу. И вот здесь вот сейчас тоже вскопала, тоже надо будет борт подправить, тоже отгребла все от этого борта. И буду ждать, когда муж сможет сделать, забить колышек так, чтобы борт был не выгнутый, а ровный. Вот здесь вот просто сорняки подергала кое-где в этой грядке. Сюда надо досыпать, наверное, земли будет. Ну, лук тоже уже сейчас... Я тоже начала немножко отгребать, а потом посмотрела, ночь сегодня обещает морозная еще, -6. А следующая неделя уже вся теплая. Вот на следующей неделе я все и отгребу, чтобы у меня лук не превратился не пойми что. Вроде бы коротенькое видео, а при этом я несколько часов тут что-то делала. Убирала, копала. Полчаса примерно Тресси шерсть вычесывала. У нее сейчас линька. И, конечно, с нее лезет дома в квартире все в шерсти. Но все равно день очень хороший, солнечный. И я с удовольствием провела время на даче. И с удовольствием поработала. Опять же, надо куда-то калории сжигать за зиму. Немножко, как всегда, я поправляюсь, пока огорода нет. Поэтому я очень рада, что я сегодня и дела какие-то сделала, и душой отдохнула в солнечный денечек. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите ваши комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. И огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца.